Друзья, всех приветствую. Сегодня будет, наверное, одно из самых необычных видео на моем канале. И хочу сразу предупредить, что здесь не будет рассказов про технологию, каких-то секретов. Здесь это скорее дискуссионное, рассуждательное и даже немного философское видео. Мы сегодня поговорим о вполне жизненной ситуации, с которой, как мне кажется, рано или поздно сталкивается практически любой винокур, если занимается этим хобби достаточно давно. Поэтому здесь будет больше разговоров, чем самой перегонки. Мой канал вообще никогда не был каналом про единственно правильные решения. Я всегда воспринимал его скорее как клуб людей с общим увлечением. Кто-то занимается винокурением первый год, кто-то 10 лет, кто-то уже несколько десятилетий. Всех нас объединяет одно. Нам просто интересно это увлечение. Поэтому сегодня предлагаю просто поговорить, без споров о том, как правильно, как неправильно, без поиска единственного верного решения и так далее. Просто обсудим ситуацию, которая возникла у меня. А потом очень интересно будет почитать, как бы вы поступили на моем месте. В общем, я всегда стараюсь относиться к этому хобби с юмором, без лишнего пафоса. Жизнь и так регулярно подкидывает поводы для стресса, поэтому здесь хочется спокойно пообщаться, иногда шутить, иногда философствовать и просто получать удовольствие от процесса. Теперь к причине сегодняшнего видео. Есть у меня вот такие вот красавцы. Вишневый дистиллят. Сделал я его 5 лет назад. Есть сливовый дистиллят. 6 лет назад почти что его делал. По сезону. Груша. Тоже почти 6 лет ей. И яблоко на кальвадос. Все покупал по сезону. То есть перегонял. Сразу хочу сказать, что здесь они, как вы видите, стоят в стекле, запечатаны плотно, термоусадка. Стоят они в шкафу. Температура всегда стабильная. Прямых лучей ультрафиолета сюда не попадает. Ну, то есть здесь, в принципе, выцветать нечему. Прозрачный здесь напиток. Но ароматику бы, возможно, невозможно, а точно со временем ультрафиолет бы ослабил как минимум. Поэтому сегодня будет видео про то, чтобы убрать всю ароматику из этих ароматных хороших спиртов. Сразу вот отвечу на, может быть, главный вопрос, который возникает. Нет, они не испортились. Нет, они не получились плохими. Более того, если прямо сейчас разбавить до питьевой крепости каждый из этих напитков, получатся великолепные напитки, соответственно. Сливовица, шнапс, кальвадос, киршвассер. У меня есть несколько бутылок. Специально они, крепость здесь в районе 70-72 градуса в литровых таких бутылках. Это вот как они у меня после дистилляции шли. Перегонял я на медной колонне, но с 2 медными тарелочками всего лишь. То есть здесь минимум укрепления, максимум ароматики. То есть балансировал я специально так, чтобы получить на выходе вот как раз 70-72 градуса. Напитки все удались. В свое время были очень популярные. Сейчас просто пришло то время, не пью их. Они стоят, как вы видите, 5 лет, 6 лет. И я думаю, простояли бы еще примерно столько же. И, наверное, бы... Кушать они, конечно, не просят, но стоят. Началось все с того, что на каком-то этапе любой винокур начинает экспериментировать. Ему все это интересно, все увлекательно, и это замечательно. Но, к примеру, как происходило? Хочу я попробовать, скажем, сливовицу. Или же кто-то из моих друзей, зная, что я этим занимаюсь, говорит: а можешь перегнать? Я тебе даже сливы дам с огорода, со своего садового участка. Ну, хорошо, продукция есть. Не сделаешь же 1 литр. Всегда выход, то есть при полной загрузке куба, в среднем, если вот 70 градусов брать, то условно у тебя на полной загрузке куба выходит 3-4 вот таких бутылки.
Ну, он попросил одну. У тебя 3 осталось. И он говорит, а это тебе за старание, да, к примеру. Спасибо тебе большое за перегонку, а 3 у тебя пусть остаются. То же самое с другими видами. Что-то ты попробовал, что-то тебе очень нравится, и ты это употребляешь там, чуть ли не на постоянной основе. Но на каком-то этапе скорость производства различных напитков значительно начинает превышать количество поводов, когда эти бутылки хочется открыть. Поэтому вот сегодня решили... С другом мы посовещались и вот как раз пришли к такой идее, то он натолкнул меня на мысль, что так как я сейчас употребляю преимущественно водку собственного производства на зерне, на втором месте скорее всего будет виски. Хорошей выдержки, я выдерживаю в бочках, у меня есть достаточное количество уже готового продукта, а также есть объемные бочки, там, по 50 литров, которые стоят сейчас в хорошо проветриваемом помещении на длительном периоде вызревания. То есть это 12 лет, 15 лет, 18 лет и так далее. То есть виски, коньячный спирт относительно недавно вот поставил, я большую бочку тоже в разное время оставил. Итого у меня сейчас большой объем алкогольной продукции на вызревании. По мере созревания, конечно, буду переливать все это в бутылки, когда меня устроит выдержка. И буду, возможно, употреблять, кому-то дарить или еще что-то. Ну, то есть продукции этой достаточно. Сейчас я преимущественно перехожу на водку. То есть это зерновая водка. Поэтому сегодня будем давать вот этим всем изначально хорошим фруктовым дистиллятам вторую жизнь. И вот, как я сказал, я принял решение дать всем этим напиткам вторую жизнь. Кстати, прежде чем я залью, хочу просто обратить внимание, я-то уже проверил, но неважно, сколько лет ты занимаешься этим процессом, наверное, у многих винокуров были такие казусы, когда моешь куб, использовал до этого, к примеру, тен нагревательный, или вот здесь сливным краном пользовался, и либо кран открыт, либо заглушка не поставлена. Очень обидно. Проверяйте это всегда, то есть никогда не будет лишним. Переливаю сейчас, за кадром, наверное, перелью, все не буду показывать. Перелью все эти ароматные спирты в куб. Дальше при помощи чистой воды разбавлю до необходимой нам крепости, рекомендуемой производителем данного самогонного аппарата. Это 20-25 градусов. Возможно, полное удаление ароматики у хороших ароматных спиртов покажется каким-то парадоксальным. И в целом лет 5 назад, может быть 10 назад, я бы, наверное, так же и размышлял. Потому что, казалось бы, ну вот вложил ты столько ресурсов, усилий и так далее. Хотелось бы это все сохранить как-то. Но если ты этим не пользуешься, то зачем оно будет стоять десятилетиями у тебя, да? Поэтому пришло такое вот решение. Многие из вас, наверное, сразу же, вот как раз бы первая мысль, наверное, у многих и возникла: что ты творишь? Идиот, да, там, или еще что-нибудь. Много же людей, которые, уверен, первое, что приходит в голову, это вот такие вот мысли гневные. Ну, я считаю, что как раз-таки я не уничтожаю труды какие-то, а даю невостребованному продукту возможность стать востребованным. Пусть и через такой абсурдный, можно сказать, варварский способ. За кадром я добавил весь свой фруктовый дистиллят, который у меня был, который я хочу перегнать. Разбавил водой чистой питьевой и дал постоять. Прошло примерно 2 часа. Все компоненты там, чтобы между собой вода со спиртом поженились.
Я не знаю, насколько. Вот если кто-то может, кстати, уважаемые подписчики, зрители, кто прям действительно объективно по своему опыту, сознанием дела сможет грамотно объяснить вот, технологический процесс, как оно все происходит. Стоит вообще ждать после смешивания жидкостей, чтобы они, так скажем, поженились? Или же можно сразу же все закрывать и начинать перегонку? Я делаю так. Я считаю, что от того, что я подожду, как минимум ничего плохого не будет. А мне кажется, я, честно говоря, не знаю, где я это читал или слышал, или как много лет назад привык это делать, вот так и делаю. Ну, считаю, что ничего плохого из этого точно не будет, а хорошее, возможно, будет. И вот кто знает предмет дела, прошу поделиться объяснениями. Сейчас я соберу медную колонну. Это будет, соответственно, медная 6 тарелок и нержавеющая 12 тарелок. Максимальное укрепление. Коротко о сегодняшней сборке. Плитка 5 киловатт без стена. Куб, дальше 6 медных тарелочек. Дальше у нас 12 нержавеющих тарелочек. В принципе, у меня есть еще секция на 12, но я все-таки делаю видео про стандартную комплектацию. У кого есть ресурсы на еще одну секцию, пожалуйста, позволяют там потолки, в принципе, у меня свободно позволяют. Дальше у нас идет дефлегматор, через игольчатый кран подключен доохладитель. Игольчатый кран проверили, что он перекрыт, проверил все узлы на герметичность, воду подал предварительно. Все хорошо, все устраивает. Включаем плитку, начинаем разогрев. Колонна потихоньку набирает обороты. Скоро на верхней тарелочке, на верхнем уровне. Потихоньку начинается барботаж, сейчас будет все вниз спускаться. Будет выходить в рабочий режим. Каждый раз, вот сколько лет этим занимаюсь, на этом аппарате работаю уже несколько лет. И каждый раз, как ребенок, радуешься, так красиво. По поводу вот сегодняшнего процесса. Сейчас кто-нибудь обязательно подумает, как минимум, может напишет. Да лучше бы мне эти бутылки, да, отправил. Может быть, но тогда мне пришлось бы открывать уже не винокуренный канал, не канал про дистилляцию и заготовки, а небольшую логистическую компанию. Хотя, если честно, мысль такая у меня иногда возникает. Не именно про эти бутылки, их уже судьба решена. Но вообще я периодически думаю, может быть, действительно иногда делать какие-то небольшие подарки для подписчиков. Не ради каких-то громких розыгрышей или привлечения аудитории. Канал у меня пока совсем небольшой. И мне это, честно говоря, даже нравится. Общение получается почти домашним. Скорее просто так, вот как знак благодарности людям, которые постоянно участвуют в обсуждениях, подсказывают интересные идеи, заставляют посмотреть на что-то с другой стороны. Иногда именно вот комментарии становятся поводом для новых экспериментов и новых роликов. Пока это просто мысли, может быть, со временем действительно к чему-то такому приду. Если у вас есть идеи, как это лучше организовать без лишнего пафоса, формальностей, обязательно напишите. Возможно, вместе придумаем что-то интересное. А отправлять, конечно же, туда, где это реально возможно без лишних сложностей, с пересылкой, ну, с учетом текущей геополитической обстановки. У нас активировался последний нижний уровень колонны. По всем уровням, как вы видите, идет барботаж. Игольчатый кран перекрыт. Здесь у нас ничего не выходит. Все в порядке. Охлаждение работает. Ставим таймер на 20 минут. Алиса, таймер на 20 минут. Хорошо. 20 минут. Отсчет пошел. Итого, пока колонна работает на себя, наши фракции выстраиваются. С вашего позволения, как я и говорил, немножко пофилософствуем. Самое дорогое в этих бутылках, которые я сейчас перегоняю, жидкости, из которых я перегоняю, наверное, даже не сам спирт. Самое дорогое — это воспоминания о том времени, когда это все делалось. Но воспоминания, они никуда не исчезнут, даже если сам напиток станет другим. Иногда вот лучший способ сохранить результат своего труда — это позволить ему стать чем-то новым. Это вот с учетом того, что, как я и сказал, напиток хороший, в принципе, пить можно, подарить кому-то можно, угостить кого-то можно. Но мне он поднадоел, я бы так сказал. То есть я изначально был не особым любителем
фруктовых каких-то таких напитков. Делал это больше по запросам друзей. И это у меня, так скажем, формировались запасы из остатков. Побочный эффект такой. Производишь много, ну как много, разовую партию, а заказывают поменьше. Соответственно, пара-тройка бутылок остается. Вот они накапливались быстрее, чем они выпивались. Алиса, стоп! Ну что, сейчас будем окончательно стирать следы груши, яблока, вишни и сливы. Наверное, где-то на полке тихонько загрустил одинокий кальвадосик. В общем, все фракции у нас выстроились. Колонна успешно поработала на себя. Пора поработать на меня. Открываем потихоньку игольчатый кран. Будем отбирать головы. Настроил я вот такую скорость отбора голов. Пусть отбираются. Кто-то говорит, что быстрее надо. Кто-то говорит, не знаю, медленнее еще никто не говорил. Но опять же, я склонен считать, мне никто не может нормально объяснить, для чего увеличивать скорость отбора голов. Я считаю, что вот такая вот скорость это оптимально. Я не тороплюсь, отберу сейчас успешно. Все будет хорошо. Решил в отборе, так как изначально это был достаточно хороший продукт, в отборе решил кратно 20 мл головы отбирать, в общем, подойти к этому так. И нюхаю. Отобрал первые 20 мл, сейчас еще отбираю. То есть сейчас буду на аромат проверять. Очень приятно в голову пахнут. По сути, там ничего такого супер вонючего и не было. Сейчас, может быть, еще 20 отберу и хватит. Многие спрашивали, то есть идея у меня такая давно возникла, и вот в частности с друзьями близкими, которые в этой теме давно уже варятся, обсуждали, задают вопрос: не жалко? Жалко, очень жалко. Но еще больше жалко хороший продукт, который вот 5-6 лет просто стоит без дела. Все, голову я отобрал, приступил к отбору тела. Для этих спиртов начинается новая жизнь. Считайте, они пережили реинкарнацию. Встретимся уже, наверное, особо затягивать не буду. В конце перегонки. Еще одно небольшое промежуточное включение. Здесь у нас все в порядке. Все стабильно. Просто хочу показать. Что некоторые были еще тоже, не знаю, как их назвать. Скажем так, зрители, ладно. Но какие-то озлобленные. Вот берем наш 70-100 и замеряем крепость. Просто говорили, что невозможно 76 на такой конфигурации. Сейчас покажу. Поверну, секундочку. Вертлявый такой. 100, 99, 98, 97 и 96 с хвостиком. Сколько там составляет этот хвостик? 96,1, 96,2. Сейчас судить не берусь уже. Это на стандартной 18-тарельчатой колонне. Если ставить еще одну секцию из нержавейки, то есть делать 30 тарелочек, 96,6 вообще не проблема. Поэтому, уважаемые зрители, которые писали, что это невозможно, показываю вам, что возможно. И в очередной раз говорю, что меньше желчи, меньше нервов, стрессов для себя же, больше позитива в жизни. Уважаемые друзья, прошло вот чуть больше часа. Колонна ведет себя хорошо, не балуется. Температура стоит как вкопанная, что и должно происходить. Спиртуозность тоже отобрана примерно 1,7 литра. Ну, то есть все идет по плану, все хорошо.
Ну что, друзья, сегодня получилось видео не столько про перегонку, сколько про само хобби. Про то, как со временем меняются вкусы, меняются привычки, меняется отношение к тому, что когда-то казалось самым интересным. И иногда приходится принимать решения, которые несколько лет назад самому показались бы почти кощунством. Но, наверное, именно это тоже и называется опытом. А теперь давайте вот посмотрим, что у нас получилось. То есть изначально у нас было 8 литровых бутылок различных фруктовых дистиллятов. Это были 4 вида фруктовых дистиллятов: груша, яблоко, слива и вишня. Все примерно крепостью около 72 градусов. И вот если пересчитать на абсолютный спирт, то расчет показывал, что выходит примерно в районе 6 литров. То есть там 5,90 с чем-то. 5,95, по-моему, что-то типа того. Собственно говоря, практически столько и получилось. То есть у нас есть полная, вот прям по горлышко, 3-литровая банка. То есть здесь получается 3 с чем-то, 3,100, может быть, я не знаю сколько. Почти по горлышко. И ну, вот здесь 2,7, наверное. Итого примерно 2,8, наверное, 2,9 литра спирта крепостью 96 с копейками. То есть вот копейки, я не знаю сколько, но сейчас я, наверное, приближу. Давайте попробуем вот так вот. Я сейчас кадр приближу и покажу. Ну, или поднесу, может быть. Просто камера сейчас стационарно стоит. Поближе в кадр подвину. Видно, не видно. Опять он вертится. Так, как его повернуть, чтобы было видно? Сейчас. Извините, это всегда такой момент. Так. Ну-ка. Сейчас попробуем опустить. И вот здесь вот поближе поставлю вот так камеру. Извините уж за такое. 90. Так, 100, 99, 98, 97, 96 с копейками. Ну вот, я же говорил, 96 и с учетом там поверхностного натяжения, то есть там в попугае же как раз такой линза получается. 96 сколько-то. 2 пусть будет, 1, неважно, 4. Сколько получилось, столько получилось. То есть запах идеальный. Конечно, я уверен, что это не супер медицинский, не этанол. Отнести на ГХ покажет что-нибудь, но, по крайней мере, почти близок к ректификату. Вот. Собственно говоря, практически вот все, что я оставил перед собой в качестве задач, то и получили. Вот и все. Реинкарнацию эти спирты прошли успешно. Душу из яблок, груш, слив, вишни мы сегодня окончательно вытянули. Да простят меня боги фруктовых дистиллятов. Вот, кстати, зато, если верить закону сохранения веществ, ни одна груша, ни одно яблоко, слива и вишня сегодня не пострадали. Они просто сменили профессию. Вот. И вот финальный вопрос, на самом деле, хотел бы задать. Уважаемые друзья, кто сталкивался с такими же ситуациями, так скажем? Были ли у вас похожие напитки, проекты или вообще результаты какого-либо там увлечения, которые когда-то очень радовали, а спустя годы потом просто перестали быть востребованы? Вы что с ними сделали? Оставили вот как память? Раздали подарки или тоже нашли им новую жизнь? Если кто-то вот прям заинтересовался этой темой, оно такое шуточно-философское было, я же говорил это видео. Кто захочет, напишите в комментариях. Думаю, получится интересное обсуждение. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу. Спасибо большое вам всем за просмотр, за ваше участие, за вашу поддержку. Вы замечательные. Хорошего вам дня.